Если бы я знала это в начале практики, я бы сэкономила мегабайты своей энергии. Сегодня я хочу поделиться с вами, какие вопросы нужно задавать клиенту прямо на первой встрече и в какой последовательности, чтобы правильно сформулировать запрос, который потом поможет вам составить верную стратегию работы. Ну, еще объясню, почему именно такие вопросы и какую задачу мы должны решить с их помощью. На каждом. Смотрите это видео до конца, подпишитесь на канал, отметьте звоночек, чтобы не пропустить интересную информацию. Я говорила уже в одном из видео, что запрос – это конкретное желание клиента по решению его проблемы. Сегодня мы сосредоточимся на том, как сформулировать общий запрос, буквально на первой встрече с клиентом. Этот запрос будет задавать вам общий вектор в работе. Мы должны прибить его гвоздиком и не отходить ни на шаг. Иначе потеряемся в лабиринтах истории, не понимая, за что хвататься на каждой сессии. Итак, какой первый вопрос нам нужно задать клиенту? Что вас привело ко мне? Можно расширить этот вопрос. Опишите, пожалуйста, своими словами проблему, так как вы ее себе понимаете. Добавить сюда мы можем, почему именно сейчас вы решились за помощью. Будем считать, что это первый вопрос, хотя, видите, там несколько подвопросов может быть. Задача наша как терапевта на этом этапе понять в общем, к какой сфере жизни относятся проблемы. Это отношения, это внутреннее состояние, это самореализация, это воспитание ребенка и так далее. Да? И увидеть текущую ситуацию человека, которая мотивирует его к решению. Номер 2 вопрос – это чем я могу вам помочь? Причем акцент следует сделать на словах «я» и «вам». Вопросы, что бы вы хотели изменить в этой проблеме, или как бы вы хотели, чтобы решилась ваша проблема, не сработают. На них клиент обычно отвечает все, чего он хочет или не хочет, чтобы произошло. Например, «Я хочу, чтобы мой муж мне не изменял», или «Я хочу выйти замуж», «Хочу заработать много денег». Мы не можем пообещать, что женщина выйдет замуж, что муж ее перестанет изменять, что ребенок будет слушаться, а отношения улучшатся, что подруга не предаст, а дети будут счастливы. Мы не влияем на поведение и желания других людей. Задача терапевта в данном случае – разделить ответственность свою и клиента за результат. Вопрос, чем я могу вам помочь, отсылает к нашей с клиентом ответственности и делает наши действия и усилия реалистичными, понятными, без фантазий и ложных ожиданий. И важно, чтобы формулировка звучала в устах клиента тоже как «я-сообщение», предполагающее понимание клиентом своих возможностей и реальной мотивации к работе. А мои ответы должны звучать как «именно я могу вам помочь», за что я могу взять ответственность, а за что не могу. Например, в свете проблемы в отношениях запрос вместо «хочу улучшить отношения с мужем» может звучать как «я хочу научиться отстаивать свое мнение с мужем без страха, говорить ему о своих желаниях без претензий и истерик». Или же «я хочу перестать терпеть измены мужа». Правда, звучит по-другому. При этом важно предупредить клиента. Нет гарантии, что отношения улучшатся, даже когда вы сформируете такие качества и повысите самооценку. Бывает наоборот, с той стороны партнер не готов к уважению ваших границ. Понимаете, почему так важно? Если это сфера самореализации, то вместо «я хочу найти работу» или «я хочу много зарабатывать» мы формулируем «я хочу научиться презентовать свой опыт без страха». Я хочу избавиться, например, от синдрома самозванца или отличницы и повысить свои шансы на карьерный рост. Чувствуете разницу? Мы, терапевт, должны помочь клиенту сформулировать эти фразы со своей стороны. Я могу вам помочь, например, научиться отстаивать свои границы, не терпеть то-то, то-то. А вы потом сами решите, оставаться вам в отношениях с мужем или на работе, или завершить их, или поменять работу, или открыть свой бизнес и так далее. Важно в этом случае спросить также клиента, готов ли он к такой работе в самом начале. Потому что если вы этого не сделаете, то вы можете столкнуться с тем, что клиента не устраивает такой разворот событий, что вы ему не поможете выйти замуж, что его муж
вы не повлияете на его мужа. Иногда клиенты приходят с таким запросом: сделайте с моим мужем что-то, чтобы, или с моим ребенком что-то. И вопрос 3. Это будет у нас пункт Б. Да? Если первый это пункт А, то теперь пункт Б. Как вы узнаете, что моя работа или наша с вами работа вам помогла? Очень важный вопрос. Опишите, пожалуйста, своими словами, как вы будете себя чувствовать. Это можно уже расширить, если, чтобы клиенту помочь сформулировать вот эту точку Б. Как вы будете себя чувствовать, как вы будете жить, как будут выглядеть ваши отношения. Это очень-очень важный вопрос. Какова его цель? Это поможет нам определить ту точку, к которой мы будем стремиться, тот результат, к которому мы будем стремиться. Потому что если нету понимания, к какому результату мы идем, то что мы будем делать, как мы будем знать, что мы туда пришли. Во-вторых, нужно создать надежду для клиента, что с этим можно что-то сделать. Что если он проделает определенные усилия, то он получит этот результат. Надежда – это очень важно. Она стимулирует нашу дофаминовую систему, мотивирует нас. Она буквально как звезда будет сиять и давать клиенту мотивацию преодолевания этого пути. Это тоже показатель для терапевта, чтобы он не забыл и не сбился, куда он идет с клиентом. Чтобы мы вели клиента к его цели, а не просто что-то делали и что-то говорили. И каждый наш шаг должен потом следовать этому компасу. Ну и 4-й вопрос. Очень важный вопрос. Сколько времени вы готовы уделить решению своего запроса? Без уточнения этой детали вся предыдущая работа, как бы хорошо она ни была сделана, может быть абсолютно напрасна. Потому что клиент не всегда знает, сколько времени нужно ему для того, чтобы прийти к этому результату. Мы должны объяснить клиенту, что каждый его запрос требует времени. И чем более фундаментальный запрос, например, стать уверенным в себе, перестать тревожиться, это запрос, общий запрос, который требует понимания, что с этим делать. Да? Если вы объясните это клиенту, что это требует времени, а для вас это важно для того, чтобы понимать, на какую глубину вы будете разворачивать процесс. Этот вопрос сразу вам поможет определить, будет ваша работа в формате нескольких консультаций или же до полного решения запроса. Это вопрос не про то, сколько консультаций вы хотите получить, а сколько времени вы хотите потратить для того, чтобы получить этот результат. Потому что сколько будет консультаций, мы еще не знаем, мы еще не собрали общий анамнез. Но если клиент говорит: я хочу до результата, сколько нужно будет, столько будет, мы идем, разворачиваем процесс на всю глубину. Если клиент говорит, что у меня только одна консультация сегодня, или я приду к вам 3 раза, или я приду 10 раз, например, у меня денег есть только на 10 консультаций, то мы, понимая, что мы можем сделать, а что не можем, будем объяснять клиенту, какую часть этого запроса мы сможем решить гарантированно, а какую нет. И не брать на себя ответственность за то, за что вы не сможете, чего вы не сможете дать. И в зависимости от степени травматизации, от текущих обстоятельств клиента, от наличия его ресурсов или их отсутствия, это может занять от нескольких месяцев даже до года работы над этим запросом. В процессе обучения терапевтов на курсе от психолога до психотерапевта в работе с разными видами травм методом консонанс-терапии я очень много уделяю подобным практическим деталям внимания. Это такие важные нюансы, подсказки, как задавать вопросы, как формулировать фразы, на что обращать внимание. Они помогают уже разобраться с такими нюансами работы психотерапевта. Попробуйте применить эту подсказку в своей работе. И мне интересно, какие результаты у вас получатся. Поделитесь этим в комментариях. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с коллегами. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока!